Прошло много времени с тех пор, как вы услышали эту историю. Но что будет, если я скажу, что ты видел этот мир глазами монстра? Ученого, которому нет пути назад. Что если обитатели пустоты представляют собой нечто иное, чего не сможет увидеть обычный смертный даже после перерождения? В мире пустоты первым появились сущности космоса и времени. Затем они создали себе небольшое пристанище, где вскоре появились сущность света и тьмы. После них ненависть, жизнь и безответная любовь. Все сущности представляли собой маленький пятиконечный цветок, звезду. Их истинный образ, истинная форма энергии, ядро известных нам определений. Так они видят друг друга, так они общаются на телепатическом уровне. У звезд много образов, но каждый, кто их видел, видит нечто иное. Самого дорогого, самого близкого, не то человека, не то монстра. Перед тем, как Гастер канул в небытие, он видел лишь протянутую руку своего подопечного, слышал его крик, который эхом раздавался в голове. Сенусред – самый могущественный бог. Его изначальная форма – это звезда-цветок цвета циана. Отсутствие души дает богу неограниченное количество сил и энергии. Так как Сену является сердцем мультивселенной, он не может покинуть пустоту, строго следуя своду правил, который он создал вместе с Апарекой. Исполнение правил превыше всего. Именно поэтому после появления Гастера бог становится стражем мира, ликвидируя нарушителей и подвергая их полному удалению.
После того, как Сенусрет освободил всех богов от хаоса, Левани покинул пустоту, пообещав стать сильнее и отомстить Войду за предательство. Он начал искать способ стать могущественным, а как известно, во вселенной Undertale есть такие понятия, как уровень резни и очки убийств. Убей или будешь убит. Путешествуя по альтернативным вселенным, Левани вырезал мелких монстров, стараясь убивать быстро, скрытно и незаметно. В одной вселенной пара жертв, в другой. Изначально сущность ненависти использовал свои звуковые способности и лишь немного навыков огня, так как он подпитывался энергией агрессии. Но из-за жажды мести его развитие ушло в магию огня. Все ради мести. Бог времени на данный момент самый слабый из богов, из-за того, что разделил свою душу на 6 частей, чтобы одушевить другие сущности. Его изначальная форма – это звезда-цветок белого цвета. Также Апарека – единственный бог после Сенусрета, который занимается возрождением других сущностей при помощи специального алтаря в несчастных случаях. Время никогда не стоит на месте. Именно поэтому Апарека никогда не спит, но благодаря изобретательности Гастера и его кофеварке богу легче контролировать свою усталость.
После исчезновения Ливани, Сенусрет решает, что беглец не может остаться безнаказанным за нарушение установленных правил в мире пустоты. Поскольку ни один из богов не может покинуть пустоту, было решено намеренно воссоздать еще один глюк, также взяв за основу чувства. Такой глюк, который, подобно Ливани, мог бы покинуть мир без негативных последствий, не нарушая баланса. Ливани был создан из чувства ненависти. Основой новой сущности стала безответная любовь. Но не обычная любовь, а родственная, между богом космоса и богом времени. Ведь Апарека способен беспокоиться обо всех в тот момент, как Сенусрет не имеет души, эмоций и чувств. Бог тьмы был создан для поддержания равновесия во вселенных, оказывая на них негативное влияние. Его изначальная форма – звезда-цветок фиолетового цвета. Войд несет за собой целый груз грехов, в прошлом похитив силы бога света, убийство остальных сущностей и сотворение хаоса в мире пустоты. Однако он был прощен и перестал гнаться за безграничной властью, предпочитая забыть обо всем, что было, но не переставая чувствовать вину перед Парагоном и страшиться Сенусрета.
И назвали новую сущность Семирамис. Охотник, принимающий форму гарпии. Как и полагалось Глюку, он не имеет физической основы. Апарека отдает последнее от своей души, оболочку, и та становится совершенно беззащитной и уязвимой. Однако сущность обретает собственную душу. Сенусред принимает решение еще до создания Глюка, что после поимки и возвращения Лиюани Семирамиса можно будет ликвидировать за ненадобностью, вернув оболочку души Апареки в прежнее состояние. Бог Света был создан для поддержания равновесия во вселенных, оказывая на них позитивное влияние. Его изначальная форма – звезда-цветок бледно-желтого цвета. Не слишком приятная судьба постигла Бога Света в виде лжи и предательства того, кому он всегда доверял. В связи с этим веселый и беззаботный характер изменился на серьезный и тихий, не исключая легкой паранойи. Тем не менее, Парагон все такой же добрый и мягкий в душе, готовый постоять не только за себя, но и за других.
Благодаря Гастеру Семирамис получил все необходимое для поимки Лейлани, включая средства самозащиты. Охотник начал путешествие по различным альтернативным вселенным, собирая информацию у часовых, передавая ее ученому и получая с этого новые наводки. Добыча данных – дело непростое, и порой приходилось применять силу, чтобы напасть на заветный след. Бог ненависти был рожден из ненависти Парагона к Войду. Его изначальная форма – это звезда-цветок красного цвета. Лейлани всегда восхищался Войдом и всегда хотел быть похожим на него из-за ошибочного происхождения. Он был учеником бога тьмы, он потерпел предательство от того единственного, кто, как казалось, его понимал и стал жить во имя мести. Бог ненависти покинул мир и отправился искать силу, с помощью которой он бы мог убить Войда. После достижения цели Лейлани обретает форму Эшны.
Бог жизни был создан Апарекой по подобию Сенусрета для того, чтобы помогать Богу времени следить за порядком в мире. Время очень тосковало по космосу и сделало облик похожим неосознанно. Изначальная форма Бога жизни – звезда-цветок голубого цвета. Амара получил почти всю силу Апареки и стал самым сильным богом в мире пустоты после Сенусрета. Однако его ребяческое отношение к делам обязывали Бога времени постоянно контролировать его и быть очень строгим. Не секрет, что под маской шутника скрывается очень жестокая личность.
Лейлани проиграл Семирамису, и охотник вернул его в пустоту. Сенусред, судив бога ненависти, решил навечно посадить его в тюрьму за нарушение правил и убийство ни в чем не повинных монстров. Семирамис каждый день навещал Лени, разговаривал с ним, и бог ненависти понимал, что ему повезло куда больше, чем охотнику, ведь он не был инструментом в руках других. Они имели много общего и понимали друг друга лучше, чем кто-либо другой. В день, когда Семирамиса было решено стереть, к богу ненависти наведался Войд с данной неприятной новостью. Узнав про это, Лени не смог просто сидеть сложа руки, и он упрашивает бога тьмы освободить его из тюрьмы, обещая простить давнюю обиду. Войд поступает вопреки правил, так как велит совесть. Семирамис не является богом, а сущностью-охотником, которого создали для поимки Лейлани. Его изначальная сущность – это звезда-цветок розового цвета. Семирамис оснащен хорошим арсеналом и способностями для достижения поставленной цели. Он путешествует в форме гарпий по вселенным, ища любые зацепки. Получилось так, что охотник тоже своего рода ошибка, и он, как никто другой, понимает чувства Лейлани.
В дальнейшем Ливани и Войд организовали официальную битву между друг другом, которая закончилась ничьей. Поскольку Ливани затрагивал малоизвестные альтернативные вселенные, дабы поднять свой уровень резни, Гастер и Сену смогли пофиксить их код и совершить сброс, в результате чего все вернулось на свои места. Однако ненависть сохранил свою новую форму и будет сохранять до тех пор, пока вновь не покинет пустоту, но этого не произойдет. Семирамис, повидав другие миры, увлекается декорированием и становится декоратором. Мир пустоты за долгое время наконец-таки обрел полную гармонию. Каждый может исправиться, если просто попытается. Каждый может совершать ошибки. Каждый имеет шанс стать лучше. В пустоте вершится судьба вселенных. Пустота – это целый мир. Это наш дом.